Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и сейчас 1080p 60 fps, работает фронталка Vivo X90 Pro Plus, основной канал Польза.нет, обзор на этот телефон уже был на канале, все говорили: Саня, что такое, мне не нравится, как снимает смарт, вот он сейчас снимает, обновы на него не прилетали, обновы пока только на Xiaomi 13 Pro за последнюю неделю, вот буквально сегодня. Сейчас я включил ради интереса усиления голоса, вот так опять же, возможно, ваш смартфон будет работать с фронталкой. Никаких 4К здесь нет. Видите вы сегодня запись, каким образом он может работать одновременно в Твиче. Плюс результаты всех тестов, как всегда. Плюс как играть в Apex, насколько он нагревается и какая у него автономность. Смотрим. Притом вы ощущаете, видите, чуть-чуть поменялось освещение и насколько лучше стала снимать та же фронталка. 1080p 60 fps. Магия? Нет. Вот так смартфоны снимают в разных условиях обстановки. Вы можете написать в комментариях: Саня, зачем ты тогда показываешь плохие? Отвечу: потому что у меня не рекламные обзоры. У меня обзоры для того, чтобы вы понимали, как будет смарт вести себя в тех или иных условиях обстановки, а вы не всегда будете в идеальных условиях. А за камерой переплата всегда больше 50%. Это опять же фронталка 1080p 60 fps с штатива, который чуть-чуть гуляет. Сейчас включен Dolby Vision 4K 60 fps. Это основная камера. Телефон стоит на штативе, который шатается, потому что ветер. И повторяю, что Vivo всегда допиливает свои смартфоны. Все тесты, разумеется, вы можете увидеть на основном канале в обзоре. Еще будет пару обзоров, мне кажется, на Vivo потом, где-нибудь через месяц, через два. Я, скорее всего, его продавать не буду. Но помним, что Vivo это такая штука, что если вы покупаете его себе, то круто. Если вы покупаете его для перепродажи, это не круто, потому что это не такой разгрученный бренд, как, допустим, Xiaomi. Что мне больше понравилось, я всегда говорю, Xiaomi 13 Pro я недавно тестировал и Vivo. Вот сейчас люто задувает ветер. А микрофоны у него работают родные. Все остальное тоже родное, но долбить в одну точку, то есть чисто этот обзор, сравнение. У меня было сравнение, получается, с 3 смартами. Сейчас я даже выгружаю все это дело даже не на основной канал. Почему? Потому что новый день, новый девайс. А про это я еще буду рассказывать. Смотрим. К слову, разумеется, если вы хотите увидеть все тесты, утопления, примеры съемки в различных условиях, на основном канале Польза.нет уже есть обзор на этот девайс, и я, разумеется, в описании скину, где это. Live, меня зовут Саня, и, скорее всего, если вы не на Твиче, то этот смартфон, если вы это все видите, Vivo X90 Pro Plus, смог вывести великолепно, что правильно, одновременно игру в Твиче и одновременный стриминг. Сейчас вы видите, как у него снимает фронталка. Обзор на него уже на основном канале. В описании будет верхняя ссылка, так же как в прикрепе с ссылкой на этот обзор. И по поводу Vivo я хочу сказать только одно. Что бы вы не видели у меня или у других блогеров, я могу, конечно, сейчас сделать красивые виды с него и переснять обзор так, чтобы все было шоколадно. Но, к сожалению, нет. Камеры они допиливают потом. И все, что было у меня от Vivo X70, X70 Pro Plus, X80, все это было с лучшей камерой, чем сейчас X90 Pro Plus. Они еще допилят, ждем. Так же, как Xiaomi 13, вот сейчас мне буквально час назад прилетела обнова, и он уже снимает лучше. На моем личном канале, ссылка тоже будет в описании, есть примеры фото всех этих аппаратов и видео. Также, допустим, вчера я гонял с GoPro, которая за 27 минут у меня полностью в ноль разрядилась со 100%, притом при температуре воздуха в плюс 23. Пишем лайф-коуч, спасибо, что пришел, как звук. Не забудьте подписаться на основной канал Польза.нет, нас там уже 350, по-моему, 6 тысяч или 7 тысяч человек. И смотрим обзоры, подпишитесь еще на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок 83 тысячи человек. Напоминаю, что меня зовут Саня, этот девайс я купил, в принципе, как и все практически покупаю, минимальное количество я не покупаю. А к чему это все? К тому, что сейчас вы увидите еще раз результаты тестов. Я напомню, что здесь UFS 4.0, самая крутая память. Здесь просто мега крутой процессор, который свободно выбивает 1 200 000 баллов в Antutu. Еще много всяких прелестей, но нас сегодня интересует, как хорошо все это дело будет работать в Твиче. Плюс параллельно я, разумеется, расскажу что-нибудь о самом девайсе. И я на 95% уверен, что я его себе оставляю. То есть его я продавать не буду. Возможно, как и Xiaomi 13 Pro, но я еще подумаю.
Но Vivo мне прям очень нравится. Еще раз повторяюсь, я очень хочу сделать еще минимум 2 обзора где-нибудь через месяц, через 2 на этот девайс, потому что они его 1000000% допилят. Не бывает такого, чтобы Vivo не допиливала свои девайсы. Включаем игровой процесс, чтобы вы увидели, что есть что и почему. Игровой процесс, и пишем, если есть какие-нибудь у кого-нибудь претензии по звуку и всему остальному. Сейчас я включу, кстати, музыку. Стримлю я при довольно громком окружающем шуме. Музыка. Так, а пока вы можете рассматривать антутовский стресс-тест. Языка онлайн. 1 259 тысяч баллов в Antutu AI. И, ну, по мне, это даже очень хорошо. Точнее, без Antutu, а обычный Antutu, без AI. Если брать Storage тест, то это примерно 123 тысячи, на 3000 меньше, чем Xiaomi 13, но, опять же, там плюс-минус получается 1,5%, 2%. Это несерьезно, согласитесь, то есть UFS 4.0 все-таки решает. Напишите, пожалуйста, как звук, кто-нибудь меня слышит. Если звука нет просто, то смысл мне продолжать трансляцию минимален. Буду безумно вам благодарен. Так, ну окей, сам включу сейчас Twitch 5 секунд. И напоминаю, что в описании есть ссылки на все. Саня, привет, привет. Несложно, если напишите, что у нас со звуком. Все норм слышно. Все, спасибо большое, самое главное. Теперь я могу продолжать. Что Storage тест, понятно, 123 тысячи, все круто. Но здесь опять же, вот все, что мы видим, здесь плюс-минус то же самое, что в Xiaomi 13 Pro. Но напоминаю, что Xiaomi 13 Pro, ну, это максимум по поводу звука, опять же, чтобы вы понимали. Вот он, выставлен шильдик на максимум по микро. Больше, ну, единственное, из чехла достану его, давайте проверим. Может быть, звук станет лучше. Хотя я сильно-сильно сомневаюсь. И, ну, все, вы уже увидели, что это максимум, что я могу выставить. Так вот, Xiaomi 13 Pro стоит, получается, на процентов где-то 15 дешевле. Хотя, опять же, у Xiaomi 13 Pro есть свои минусы. И, в первую очередь, я считаю, что у них хуже камера. Хотя многим в сравнении, я снимал его в сравнении с Xiaomi 13 Pro и потом с Pixel 7, обзор на который, кстати, скоро будет, скорее всего, сегодня. Вы видите все, что вы видите, будет еще допилено. Wi-Fi не 6E, Bluetooth 5.3, не 6E, то есть получается Wi-Fi здесь не последний, хотя многие правильно говорят, что это не особо и важно. В Antutu средний балл у него 1 283 тысячи, у, получается, Xiaomi 13 Pro чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, 1 260 000. Если брать Geekbench, здесь цифры вообще космические, но это опять же из-за процессора. 1449 и 4875. Если брать тротлинг тест, давайте тротлинг тест еще покажу. Разумеется, LPDDR5X, это оперативка, она здесь супер быстрая, поэтому тоже такие космические данные. Если брать проц, это Snapdragon 8 Gen 2 и последний на данный момент, на сегодня во всяком случае. Не забудьте подписаться на Twitch, кому не лень. Понятно, что редко кто заходит, но все равно. И из минусов сразу могу сказать, что у него с фронталкой беда. Везде написано там 4К, 4К там нет, только 1080p. Я могу даже вам сейчас это все дело продемонстрировать онлайн. То есть мы видим здесь 4К 60 FPS, допустим, на основной камере максимум 8К, получается 30 FPS. Если брать фронталку неромантичную, 1080p 60 FPS предел. То есть вы в онлайне сейчас видите, что никаких 4К здесь нет. В обзоре все это было. Сегодня у нас будет Apex Legends. Почему? Потому что он тяжелый. Особенно тяжело смартфону, когда он начинает его прогружать. То есть если сейчас не исчезла никуда сеть во время того, как все это дело открывается, то в 99% случаев все будет хорошо. Пишем, есть ли текст, видно ли меня. В играх гоняешь, что сегодня? Vivo X90 Pro Plus. Вот сразу видно подписчика. Сразу видно подписчика. Как же тяжело просыпаться так рано утром в начале января. Ну, у меня плюс 4 часа, у меня сейчас не рано утром. Вообще никак. Я бы даже сказал, что у меня чуть ли не поздно вечер.
Ну, утрированно сейчас плюс 4 часа. Это у вас 2 часа, наверное, сейчас. Час с копейками. Сейчас я скажу даже. Так, это дело у нас прогрузилось или нет? Смотрим. Да, прогрузилось. Отлично. Отлично. И нажимаю играть, потому что все загружено, все прогружено. Давайте я настройки единственное покажу, чтобы не было печали. Игровой процесс. Как многие пишут, Саня, какого черта, всего Ультра HD. Но давайте откровенно. То есть эта вот штуковина сейчас будет максимально перегружена. Она через Wi-Fi, получается, через Twitch выдает картинку. Поэтому давайте оставим так. Запомним процент. Процент у нас получается, стоп. Ага, а как я увижу? Ну, тогда выйду. Надеюсь, он не вылетит. Пока не вылетел. 88%. 88%. И Twitch все еще не вылетел. 700... Сейчас 5 секунд. Я зайду на Twitch, чтобы понять, есть ли картинка. Все, понеслась. Завершено. Что-то там завершено. Кого-то мы нашли. Отлично, все. Есть связь, есть картинка, все вижу. Отлично. Twitch молодец, Vivo молодец. Напоминаю, что очень многие смартфоны, допустим, опять же, вы, допустим, вспоминаете Lenovo Y70. Саня, такой крутой смарт. Кто-то успел купить за 21, как и я, к слову. На Яме он 35, на Vito он 26. Но магия в том, что он, в отличие от Ace Racing Edition, у нас стоил 18 когда-то, не может одновременно выводить в Твиче видосик, точнее в Twitch любой стрим и играть. То есть играть одновременно нельзя. Вот чем отличаются оптимизированные смарты от неоптимизированных. Даже дело не в стоимости самого смартфона, а в том, что что-то может, а что-то не может. Так, всем привет. Кто-нибудь напишите, видно все? И надо было, кстати, засечь секундомер. Я не засек. Вы засекли, други? Привет. Так. Все это дело, повторяюсь, будет, скорее всего, выложено на лайв-канале. Видно и слышно. Супер. Так, игровой процесс. Все. Welcome, как говорится. Я чувствую, я даже особо не поиграю, ввиду того, что в моей команде какие-то монстры. Кто-то там становится выпускающим. Ну, смотрим. Смотрим, как это все дело прогружается. Пишем, если звук игры будет слишком высокий. Но я не думаю, что будет. Если что, настрою. И пока все в огне. Нас уже 9, еще раз всем бодрого утра, кому-то добрый день и, возможно, кому-то даже добрый вечер. Гоняю Vivo X90 Pro Plus, ничего не меняется, смартфонов у меня много, когда-то также гонял на автономность и сейчас продолжу. Думаю, что большинству это будет дело интересно, как и мне, в принципе. Сейчас уже Новый год, новые девайсы пошли, и новые девайсы можно уже начинать гонять. Чуть-чуть они дооптимизированы уже. Так, теперь надо найти главное армор и оружие. И начать банкет. Так. Вот уже 6 ячеек. Пока у меня, напоминаю, что то ли уровень небольшой, то ли мне везет очень сильно. У меня либо группы команды очень сильные. Но в целом меня еще ни разу не убивали в Апексе. Думаю, сегодня будет первый раз как раз на стриме. Зажигательная граната тоже возьмем. У кого какие вопросы? Apex довольно тяжелая игра. Повторяюсь, что я здесь не на максимуме играю. Можно играть на максимуме. Это не максимум пока. Стоп. Так, здесь типок уже бегал. Все, я уже не успел. Давайте возьмем снайперские боеприпасы, может быть. Так. Не, ну с пистолетными патронами это, конечно, не фонтан вообще. Не камильфо. У кого как день проходит, пишем, кто уже на работе. Кто еще на выходных. О, все, понеслась. Хоть что-то. Хоть что-то адекватное. Не супер топ, но уже лучше.
Есть. Не-не-не-не, не так. Не понял я. В чем проблема? А, не одинаковые, что ли? Фронтлайн? Нет. Не понимаю. А, наверное, у меня не хватает то ли сил, то ли чего-то. Ну ладно. Так, где-то типа уже дерутся. А меня уже нет там. Еще нет там. Начинается заруб. А. Казним. А где казнь? О, казнь. Нет, казнь. Все, понеслась. Обнаружен враг. Круто. Так, и чего? Где-то тип. Вот эта вещь прям. Так, чего-то как-то... Мне кажется, ничего не пришло мне. Я не понимаю, почему нельзя вторым оружием взять ничего. Ну ладно. Обычно можно. Ладно. Раз, два. И три. Все, ждем. Пока вообще никаких лагов нет. Но можно будет, кстати, если я и правда прогоняюсь в этом. Почему здесь что за фигня у меня? Может быть, из-за собственного героя? Ну ладно. К чему это все? К тому, что вполне возможно, если он сейчас нормально себя поведет, то можно будет потом... Не, ну чувак. Ничего не понял, но очень интересно. Патронов хватает, все. А не могу я все равно еще. Ну ладно. К чему это все? К тому, что можно будет на ультрах попробовать, но пусть сейчас вот он прогоняется. А потом уже можно будет грузить. Так, что у нас по карте? А вот карта почему-то не открывается, прикиньте. Очень странное дело. Есть. То есть подглючивает карта. Вот типы. Нет, нету. Мне кажется, он вывозит к себе. И чего? Вообще странный тип. Как-то игра странно подглючивает. Но это, я думаю, дело во мне, а не в игре. И чего еще? Все окей. С той стороны кто-то стрелял. Ага. Окей. Тут ради чего, да? Раз. Пока все хорошо. Но мне кажется, сама игра подглючивает. Тормозов нет, но какие-то моменты странные есть. Раз. Два. А почему нас так много? Они переманили кого-то? Просто бешеное количество боеприпасов. Ну, в принципе, хватит мне.
Пока никого не видно. Пока все глухо, как в танке. Просто все проверяют контейнер смерти. И здесь тоже ничего интересного. Надо больше клиентов. Все, сейчас придут, наверное. Пам-пам. Есть. Куда надо бежать? Побежим чуть-чуть. Очень странно, смотрю на айфоне параллельно, как я стримлю, и картинка почему-то сведена к минимуму. Может, дело в айфоне. Кстати, напишите, 14 Pro Max все-таки покупать или нет. Меня все равно ломает до сих пор. Потому что 14 Pro я покупал, и, разумеется, были минимальные изменения. Я его продавать не стал. Как вы помните, я его еще и утопил. Но юзаю я сам 13 Pro Max. Так, стоп. И... Ага. Так, что-то как-то все скучно. Все довольно скучно по Enemies. Ничего веселого. Все по краям. Все по минимуму. Очень красивая, конечно, картинка у игрухи. Прям шикарнейшая. Потеря крови. Ничего ж себе. Я не совсем понимаю, почему нас больше бегает. Вот сейчас опять трое. Ну ладно. И я не совсем понимаю, почему все еще так легко. Опа. Сзади был... Склад. Нет, как бы сняли хорошо брони. Вот этот снял вообще норм брони. Есть. Ну, этот надо убивать. Очень странная игра. То есть получается, что она здесь настроена таким образом, что у меня вообще нет уже, наверное, сколько там, каток 30, никаких серьезных противников. Ну, окей, как говорится. Либо мне так везет просто прям безумно. О, тут бежит. И здесь самое главное, я так понимаю, попасть в зону, потому что как только ты из зоны убегаешь, вообще лютая дичь происходит. Я содействовал в чем-то там, но надо уже убегать. Мне так кажется, надо уже убегать. И щилд. Что хуже, чем попасть вне зоны, нету ничего. Вообще графон, конечно, космический. Я не знаю, где еще гонять. Вот у меня есть Диабло. В Диабло, опять же, подлагивание после того, как очень много людей. Можно еще и в Диабло их гонять. Без проблем. Похож на человека, как он бежит, бежит. Очень, правда, наивно с его стороны. А, не успел я. Хоть не играет, да? Главное в зоне. Пишем, как звук, как картинка, фризы есть, нет. У кого с интернетом может быть проблема или нет проблем. Так.
Еще клиенты прибежали. Да. Оттуда. Вот что за такое. И так, как говорится, играем. Так, и как мне ее бросить? Ну, все равно не понимаю как. Картинка периодически лагает. У меня не лагает. Вот видите, это значит все-таки смарт. Не вывозит чуть-чуть. Все, всех почистили. Никого нет. Зона с добычей высокого уровня. Есть еще и такие. Только добычи уже нету. Опа. Так, где там? Вот там. А, не успел. Отдобывались мы свои. Level 3. Все, теперь можно спиной идти. Что это такое? Добыча. И кольцо сужается. 3 отряда, то есть осталось еще 2 отряда. 97 миллисекунд. Норм. Напоминаю, играем мы 15 минут. Проверять будем через, давайте, 30 минут, а потом через час. Надеюсь, не вылетит при проверке. Сколько у нас осталось заряда. Максимальная герцовка, по-моему. Ну, мы проверим сейчас. И яркость точно максимальная. Все равно прямые грани, повторяюсь, мне как-то комфортнее. Может быть, я в чем-то не прав. Может быть, кому-то играть с водопадами лучше. Нет, вообще не нагрелся. Но я говорю, через 15 минут давайте зайду. Не, ну давайте лояльнее чуть-чуть. Что ли, вас тут трое. Я тут один. И что, и все? Да. Место 200-е. Рейтинговые очки, понятно. Ну, они бегали хорошо. Там 14 уровня тип был вот этот чубан. Видите, самое странное. Все, выполнено. Ну, давайте после первой катки посмотрю. Если не вылетит, хорошо. Что у нас по антуту? Показывает он, что с температурой. ЦП 56, батарея 36. Вот так. Если на пике. И одновременно стриминг. А опять же, вообще не ощущаю этого дела. Вообще. Притом никакого кондиционера нет. Сижу, получается, на балконе. На балконе где-то плюс 26. Плюс-минус. Так, все хорошо. И выйти. Давайте им же опять поиграю. Хотя я не понимаю, почему им только одно оружие. Как по мне, фризов нет. Еще не нагрелся. Нет. Баркаман, привет. Голд Алекс, привет. Игрушку гонит в 4К. Я показывал настройки. Я сейчас еще раз покажу. Никаких проблем тоже с этим нету. Чтобы показать. Wi-Fi, в принципе, нормальный. Вы сами видите пинг. 92 миллисекунды. Это более чем. Для того, чтобы комфортно играться. Яркости здесь тоже хватает. Яркость на максимуме. И Twitch еще не вылетел. И этому я безумно рад. Ничего не понял, кем я там буду играть, но это не важно. Как говорится, главное стрелять. Хотя подождите, по-моему, у меня был один раз, когда... Ну, у меня есть точно в статистике, где я умер, потому что я все равно отыгрываю час и выхожу. Зачем лишнее время тратить, правильно? Но с другой стороны, я говорю, какая-то игра такая супер лояльно сделанная. А на чем лучше играть? На Xiaomi или на этом? Одинаково. Вот одинаково. Может быть, по форме, именно по форме смартфона мне комфортнее Vivo. Но совершенно возможно, что причина не в том, что он комфортнее, а в том, что мне так кажется. Вот, ну, потому что я более лоялен, наверное, к Vivo. И все.
Хотя, опять же, и в руках держать удобно. Ну и тот, и другой комфортный. Нельзя говорить, что один хуже, другой лучше. Опять же, 15 минут я только отыграл. Давайте подождем хотя бы 30. Понятно, что я и играл в него перед, получается, обзором. И стримил тоже на него. Но я, по-моему, стримил недолго. Так, чтобы долго сидеть в онлайне, я, по-моему, не сидел. Надо посмотреть. Вот этот стрим я уже выгружу. И если захочет народ, то будет уже оценивать. Так, ну что, можно лететь. Я думаю, здесь в топливном складе достаточно будет, чем поживиться всему складу. Хоп-хоп-хоп. И понеслась. Опа, сразу. Винтовка. Винтовка не топ, но и неплохо. Level 3. Смотрим, что здесь еще есть. Что кто не собрал. Дробовичок. Нет, 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 нет. Вот я хочу шерфан. Все. Ячеек набрали. Всего набрали. Можно играть. Можно собирать баннер союзника. Ну, в целом, главное, мы в зоне, правильно? И, мне кажется, у меня опять агрессивные игроки со мной. Ну и ладно. Эпа, аво, эва. Не совсем понимаю, почему так. Ага, это дроп. Дробовичокс. Будем, разумеется, тяжелые боеприпасы искать, но это будет уже потом. Я так и не разобрался с бомбардировкой, конечно. Арпрат Шаусмас. И 12 человек. Пока все тихо. Пока все тихо. О. И вместо этого вот здесь. И все. И живем. Мы не ищем легких путей, правильно? Все, уже можно играть. Можно искать товарищей из других команд. Союзный батут. Щит. Так все однотипно, конечно, вообще прям ух. Здания все эти. 15 в онлайне. Всем огромное спасибо, что дошли. Где здесь тип? Не вижу его. Не вижу. Есть. Здесь сквад. Здесь сквад. Не, ну это 100% бот. Просто он может быть не с ботами. Так, и все. Раз. Да, и, кстати, это так интересно. А жизни-то он у меня нормально забрал. Как-то непривычно для этой игрухи. Не вижу пока никого. Будем искать. Как говорится, накаркал. Буду теперь проигрывать. Ну или не буду. 55 патронов, ничего ж себе, расширенный магазинчик. Так, ранец побольше и все, и в огне. Тут боты посерьезнее, чем в PUBG. Я не знаю, я не вижу, чтобы они серьезнее были. По мне, как раз в PUBG они... Ну, опять же, у меня же уже уровень вроде бы все-таки не совсем детский. Поэтому довольно странно, что я еще жив. Я говорю, меня вот так напрямую в перестрелке еще ни разу не пристрелили. Поэтому очень странно.
Не вижу пока игр. Ну ладно, пойдем мы вглубь базы. 18 отрядов еще. По-любому на кого-нибудь нарвемся. Или побежать. О! Отлично. Где? Не вижу его. О! Зато он меня видит. Прелесть-то какая. Ничего себе он меня лупанул. Хорошо лупанул. Вообще нормально. Даже 2 ячейки скинул. Так, здесь тоже все довольно стандартно. Но зато у них нормальный лут. Вижу жертву. И чего, и где он? Полюбас убежал наверх. Понять не имею, что это за набор Феникса. И где он? Тип убегал. Убегал для чего? А почему он не стреляется? Ну да, окей, ты выбрал выгодную позицию. Почему не стреляться? Лута мало. Вот он. Нет, вот здесь он. Получается, он внизу где-то. Или наверху. Наверное, они наверху. Не вижу их. О! Есть контакт. Есть контакты. Наконец-то, сколько вас тут радует. Еще? О, не хватило мне людей. Не, я говорю, здесь очень легкая игрушка в плане ботов. Я не знаю, таких еще не играл ни в какие стрелялки подобные. Конечно, приятно, что ты можешь просто стримить и такой, я как будто нормально играю. По факту, ну, я думаю, вы догадываетесь, что игрок из меня никакой. Без преуменьшений. В PUBG это точно, здесь тем более. Я говорю, здесь вывозят, наверное, количество ботов. Обнаружен враг. Где? Ага. Опять там же. Либо они вообще никак не набирают просто, не знаю, броня у них плохая, что ли. Контакт. Не вижу. Не вижу клиентов. Ага. Ну, получается, там на перешейке встал и играется. Да. Очуметь он здесь набил. Здесь пусто. 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 Ну, прям нафаршировано уже. Ничего из этого мне не надо, так обидно. Так, все, надо идти в зону. Все, игровой процесс включил. Врубил. Очень сильно извиняюсь. Что весь в игре требуется ключ от хранилища. У меня как пока я вот так в Wi-Fi отваливался, почти убили, видите? Наболтался.
Ну, во всяком случае, секундомер идет, 33 минуты он мучается. Склеить я склею, он тут ни при чем. И заодно еще и пример съемки видео еще раз. Может быть, в начале, в конце вставлю. Собственно, с самого аппарата. Что пропустили? Ничего, меня пока не убили. Ну, здесь какие-то зарубы, у меня отрубался Wi-Fi, я хотел сделать на мобильный Wi-Fi, потом у меня ничего не получилось. И в итоге все очень грустно, видите. Что про прогрев? Давайте сейчас заново включу. Ну, учитывая, что у меня вылетал 2 раза, это еще нормальный счет. Но это какой-то сюр, потому что какой у меня уже уровень? Так. Сталь 5... Так, сталь 3. Я не знаю, когда вот начнутся не боты. Кто играет в эту игруху? Когда начинаются не боты? 15 по опыту. Ну, по идее, уже должны быть какие-нибудь живые игроки. Но не факт. Ладно. Все это лирика. Не лирику сейчас я включу вам по температуре. ЦП. Инета хватает. 52 градуса и 37 батарея. Ну, норм. Все, пока грузимся. У меня с 10 уровня начали игроки появляться. Может быть, у меня и игроки. Может быть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что если бы это были игроки, то, скорее всего, они бы все-таки каким-то образом по-другому реагировали. Температура вроде норм, шикарная температура. У S21 есть адаптивная частота дисплея, а в FE нет. Можно ли сказать, что это принципиально или адаптивное особо ничего не дает? Во-первых, S21 очень быстро разряжается из-за процессора, и даже учитывая, что там есть адаптивное, это все мелочи жизни. И второе, на эксиности мне не нравится Samsung, но опять же у каждого свое, у кого там чего не хватает, не знаю. Смотрим, температура вроде норм. И что еще? Что по прогреву? По прогреву вообще все хорошо. Еще раз повторяю, что в принципе я вставлю как раз во вход, собственно, обычную камеру. Обычную, еще раз. И грузим. Грузим. Есть. Сезон 3, я уже в курсе. Я уже 15 уровня. Вижу игроков только в твоей команде. Ну вот. Мне тоже так кажется, что здесь больше нет игроков, кроме меня. То есть вам тоже кажется, что нету только бота? Напишите, видел кто-нибудь здесь не ботов? Кто-то там выпускающий. Я, наверное, оторвусь. Выпрыгну в одиночку в топливный склад. Топливный склад и... Может быть, там меня очень быстро и убьют. Угу. Если не успею добраться до оружия с... Ты сразу поймешь, если игрок. Серьезно? Я у вас спрашиваю, как у проф-игроков. То есть, если он меня убьет, то игрок. Если не убьет, то бот. Да? Ну ладно. Значит, у меня особый случай. До 15 уровня я игроков не видел. Можешь же предположить, что я еще и кого-то могу сам победить. Так, стоп. Преданность. Отлично. Все. Так, shooting at you, окей. Так, до зоны. Где у меня там зона? Вот мне бесит, что здесь зона долго прогружается. То ли из-за... ну все, я в зоне бегаю. Enemy taken down. Понеслась. Что у нас тут интересного? Аптечек лучше взять побольше. Разумеется, ранец. Разумеется, броня. И
барабанная дробь есть. Есть, мы получили броню. И, в принципе, можно уже вырубаться. О! О! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Один раз лупануло, уже брони нету. Нокаут. Окей. Я думаю, это тоже оторвавшийся. Так, и... Так, все равно мне надо что-нибудь с тяжелым. Эва 550. Эва, как Эва. Так, 45 миллисекунд норм. Не самый лучший Wi-Fi у меня, но и не самый ужасный. Смотрим, что здесь есть. Ох, ох, ох. 10 патронов, ничего ж себе. Очень неразумно с моей стороны было лупить по нему. Мне можно только, получается, вплотную подходить к этим типам. Вот, я вижу их. Так. Хорошо по мне лупят. Как-то говорится, бойтесь своих желаний, да? Опа. Все, убили. Ха-ха-ха. Вот он и живой. Так, а моих, получается, здесь вообще нету. А есть. Есть, и они, может, даже меня поднимут, слышите? Blood Clad. Ну. Он поднимет? Нет, не поднимет. Добил. А, он добил меня. А, нет, поднял. Спасибо. Еще живо. Еще живо. Так, мне надо патроны. Так, и патроны, хоть что-нибудь. Ладно, подневствовство у него есть. Отлично. Все. Теперь можно играть. Все еще жив. Так, стоп. Чувака сняли. Сейчас пойду поднимать его. Ах, сзади. Все, поздравляю вас. Я теперь напоролся, да, на какого-то профа. Он нас всех, по-моему, снял. Теперь надо уже играть командой. И все равно баллы добавились. Следующий. Следующий. Выйти. Играть. Надо было использовать вообще эти всякие вот эти приколюхи, что у меня есть, наверное. Неразумно было. Так, что у нас интересного? Убьет за 3 секунды. Ну, за 3 секунды он не убил. Не надо тут. Все равно тоже кого-то победили. Пусть и не всех.
поиск 56 из 60, и мы уже играем. Так, забавно, что Galaxy S21, S21 Plus, зум только 1.1 на FE 3X. В целом, если выбор между S21 и S20 FE, лучше FE. По мне, лучше... Так, стоп, не туда нажал. У кого-то, может быть, другие советы могут быть. Готовность 57 из 60. Так, кто-нибудь с самого начала? 88% же было, да? У смарта. По-моему, 88. Подтверждаю. Понеслась. Гибралтар. Скоростной разведчик. Don't die. Ну и есть. Пока никаких проблемных вопросов не могу сказать, но чуть-чуть нагрелось в области камер. Чуть-чуть. Терпимо. Ну, то есть не нагрев. В конце часа как раз посмотрим. Еще 15 минут. 15 минут до финализации. Окей, будем с выпускающим. Together. Forever. И... Won't let you down. Окей. Капитолий. Много донатов, наверное, но и много типов туда летит. Хотя нет. Окей. Окей. Сколько ж тут этажей надо просматривать? Или все довольно экономно? Только первый? Кто-то здесь. Вроде бы, да, уже здесь. Давайте под выстрелы сразу, да? Ох ты, ёпта. Чё? А, нокаут. Ничего ж себе. Как говорится, все бывает, так сказать. А теперь конец. И жду возрождения. Так, а в чем, а как понять возрождение? Так, возрождения не будет, по сути. Надо заново. Или они могут возродить? Ну-ка посмотрим, как играет народ. О, сразу бодрится. Есть. И еще кто-то. Ух ты, ничего ж себе. Так, и чего, они меня восстановят, нет? Или уже нет? Ну, возрождать будут или не будут? Не будут, по сути. По сути, не будут, окей. Вот так оно и бывает.
И даже здесь мне дали баллы. Мастерство легенда. Играть. Там есть еще станции. Окей. Неважно это все. Подбор идет уже 6 из 60. 7. Каньон Кингс. Не, ну зато сейчас динамичней. Еще 10 минут и все. И финализируем это все дело. Потом я его склеиваю и выгружаю на лайв-канал. Надо было симку включить, чтобы посмотреть еще, как он на GSM переключается с Wi-Fi. Ну, потом, я думаю, я еще в Diablo его погоняю. Если это дело зайдет. Наберет 500 лайков, я погоняю его еще в Diablo. Потому что, еще раз повторяюсь, я планирую этот смартфон пока еще помучить. Нравится он мне. Ожидание игроков. Игроки эпичные. Окей, есть Рейв, дальше Каустик, дальше Мираж и дальше Фейд. Люба. Кто, кстати, зарубается в это дело? Кто-нибудь играет в Apex вообще? This is your champion. Играл где-то месяц, потом надоело. Ну да, это такая штука довольно глянцевая. Не знаю, в PUBG мне больше нравится. Опять же, если динамичный какой-нибудь. Из разряда арены. New State тот же. Так, Dive Rain. Давай до мост. Не продавай пока, смарт радует. Пока не буду продавать. Ну, я говорю, я либо Samsung себе, я посмотрю. Я посмотрю, что сейчас у меня получится купить. Если мне сегодня напишут, что прилетел там IQO 9... Ну, 11 Pro, опять же, это китайская штука. Как и 11. Здесь их продают, но по оверпрайсу. Если брать у наших перекупов, можно купить. Но утрированно, после моего обзора, мне уже придется его продавать дешевле на 15 тысяч. Не знаю, смотрим. Пока идей много, как купить, где купить и что купить. О, фризы пошли. Легкие. Так, понеслась. Понеслась и... Динамичненько. 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 Вот это вот, конечно, дело бесполезное абсолютно. Для дистанционной возни и быстрых принятий решений, которых у меня не было, нет и, наверное, никогда не будет в играх. Так, кто-то кого-то где-то нашел уже. Так, это к чему линия скрепа? Пока все норм. Пока все норм. Все еще собираем патроны для дробовика. Щит у меня уже есть. Смотрим, что здесь еще интересного. Так, и карта. Ух ты, ёшки! Нам бежать и бежать еще. Лучше уже начинать прям. Слайд. Вообще много. Вообще много. Южная задача с высоким уровнем добычи. Вот так вот.
А так, конечно, да. И... О! Родненький. Пусть это не будет... Пусть это будет долго. Мне вроде повезло все-таки с ботом в этот раз. Или нет? Не, это бот. Стопудово. Не хочу тратить патроны, собака. Потратил все-таки. Опа. И когда бот с квадом, да? Ух ты, ё! Не судью так. Блин, даже учитывая, что все так хорошо начиналось. Не надо, бот. Я понимаю, что это бот. Да, когда ботов много, даже ботов тяжело убивать. Повезло. Пока. Так, и... Так, стоп. Не понимаю, откуда. Ага, подходит. По сути, у них нет патронов. У меня нет жизни для того, чтобы восстановиться. Так, нету жизни. Это что за фигня-то, а? Какой-то трындец. Мне просто дико мешает вот эта вот штука, которую я не нажимаю. Следить за кольцом. Все. Все, набор Феникса. О, ёшки, еще и я не в зоне. Зашибись. 3, 2, 1, 0. Все. Бежим. Бежим в зону. Я не думаю, что я успею. У меня еще 2 минуты, кстати, и все, и можно уже засекать. То есть это мой последний заход. Зона быстрее сокращается, чем я бегу. Не успею. Нет, не успею. Не успею. Еще и кто-то стреляет, по сути, по мне. Да, в зону. 59 секунд. По 59 минут. Как раз час отработает. Ну, оружие, в принципе, все равно не так много боеприпасов, плюс еще и пустое. Так. Бонусы.
А я успел вроде. Почти. Почти успел. И рынок, окей. Пусть будет рынок. Зона. Все. Все в огне. Все в огне, и теперь по законам логики меня прям сразу здесь должен кто-то пристрелить за 15 секунд. Еще учитывая, что здесь 12 отрядов. Пам-пам. Level 3. Главное, отряд мой еще не убил никто. Опа. Помним, что здесь сквады обычно. Отлично. Хорошо, что они идут все вместе. Что не попадают в одного, попадают в другого. Все открылось сразу. Так, все. Никого не знаю, никого не видел. Как же меня бесит это. Я себе сам управление от люби сделал какое-то. Так, и понеслась. Что здесь есть интересного? Много всего. Но смотрите, может быть даже и не боты были. Прям такие упакованные типы. Ощущаете? Ага. Все, теперь хил. Аптечка. Вывез. Вывез кое-как. Что тут? Еще аптечки. И еще что-то. Еще, может, у этого что-то есть. Все-таки надо к скваду своему идти. Ага, стоп. Гениально. Чуть не забыл боеприпасы. Не факт, что они, конечно, мне понадобятся, но все равно. Так, а что тут? Что тут у нас интересно? Warning. Так, окей. Интересно, почему у меня красный все-таки? Ну ладно. Что-то с кем-то он воюет. Чего-то не хочет добавляться. Разведчик. Окей. Опа. Прям вот так близко. Здесь уже заруб был. Ничего нет. Вот мы и встретились с командой. Вопреки всему. Час 03 прошел. Сейчас проверю уровень заряда. Стоп. Не вижу пока клиента. Так, окей. Проверяю заряд. Так. 66. И проверяю температуру. Температура у нас
грузит 49.37. Ну пока все этично и прилично. Так, стоп, от чего он там? Не понял от чего. Что здесь произошло, не ясно, но что-то произошло. О! Так. Похоже, это кто-то был последний. Так, и надо бежать в зону. Пока ничего интересного, как говорится, нету. Добиваем эту картку. Получается 22% поедает Apex. Все. Ну получилось. Даже, видите, не с ботами. Кое-как. 14. Реанимация 0. Опять завис. Что я могу сказать? Смартфон свою функцию выполнил. Вы вначале видели, скорее всего, я добавлю это все дело, как в Твиче, перед Твичом снимает камера, как работают микрофоны. Опять же, Vivo всегда все допиливает. Огромное спасибо, что посмотрели данный тест. Он был в онлайне на Твиче. Один раз он вылетал по причине отсутствия у меня Wi-Fi. И надо было, да, изначально запихать сюда симку, но симку я не вставил. Мой один из фейлов, скажем так. Vivo очень классные девайсы. Vivo мне нравится. Ждем понижения цены. Сильно она не упадет. Но опять же помним, что шрифты здесь надо скачивать, оповещения настраивать, и что с фронталкой вы и так видите сейчас. Ставим лайк, пишем в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Обязательно подписывайтесь на мою личную телегу, там сможем дискутировать. И снова помним, что сколько людей, столько и мнений по поводу любой железки. Xiaomi 13 Pro хорошо, Vivo X90 Pro Plus круто. Последние яблоки, Samsung, все это всегда круто, но у всего есть недостатки, для этого мы с вами и встречаемся. Golden, Chen Alex, BSV, Балса, Баркаман, всем огромное спасибо, что были на стриме. Добра и удачи вам, дорогие друзья.